Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как я вышивала свою рубашку. Это был очень долгий процесс, но он того стоил. Нарисовала маяк, проходящий сквозь кошачий глаз, и перевела его в векторный формат. Таким образом, его удобно масштабировать до нужного размера. Саму вышивку решила делать формата А3. Соединила листы А4 и приклеиваю к ним копировальную бумагу. Теперь нужно расположить рисунок максимально ровно. Чтобы эскиз не съезжал, закрепляю его малярным скотчем. Обязательно перед нанесением рисунка хорошенько прогладила рабочую поверхность изделия, стараясь сильно надавливать на ручку, чтобы следы от копировальной бумаги остались как можно более четкими. На самом деле можно периодически приподнимать рисунок и дорабатывать те места, которые не прорисовались. Для вышивки буду использовать черное мулине ДМЦ и вышивальные нитки оранжевого и красного цветов. Для вышивки глаза беру 3 черные нити и по одной цветной, всего 5. Не сильно натягиваю ткань на пяльцы и приступаю к вышивке. Тонкие линии вышиваю контурным швом, а толстые тамбурным. Но этот вид стежка покажу чуть позже. Кстати, только в процессе монтажа пришла идея, а как бы выглядела вышивка, если бы я сначала силуэт закрасила белой краской, а уже поверх него вышивала. Или игла не смогла бы проткнуть такой материал, как вы считаете? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Контурный шов заключается в следующем. Делается стежок, затем с изнаночной стороны прокалывается стежок в середине, выводится нить наверх и далее делается следующий стежок. В процессе вышивки старайтесь не сильно затягивать нить, чтобы не было волн на ткани, но и не делайте ее сильно болтающейся, только если это не ваш творческий замысел. Контур зрачка делаю тамбурным швом. Он выглядит как косичка. Вывожу нить наверх, укладываю нить чуть впереди в виде петельки. И получается, делаю стежок, который виден только на изнаночной стороне. Этот процесс удобнее изучать по видео. После того, как контур глаза готов, вышиваю внутри него. Тут я уже беру просто 3 черные нити, тонкие линии делаю контурным швом, а там, где линии утолщаются, делаю тамбурным. Получается вышивка, будто нарисованная тушью, с такими спаянными пересечениями. Окошки маяка вышиваю также тамбурным швом.
Работа получилась очень интересной и необычной, и все благодаря эскизу, так что уделяйте особое внимание исходникам. Вышиваю главного героя принта – кота. Сначала хотела сделать мордочку, как на эскизе, но так как он получается очень маленьким, решила сделать просто кошачий силуэт. Пошла вторая неделя, и я приступаю к вышивке второй части глаза. Дело пошло быстрее, так как я уже не прокалываю иглой по отдельности вверх-вниз, а сразу делаю стежки без лишних движений. Вышиваю скалу, а после останется довышивать только отдельные элементы. Мне очень понравился процесс и результат работы, и идея с подложкой из белого акрила поселилась в моих планах. Ура! Моя вышивка готова. Теперь я могу с радостью носить свою рубашку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем творческих успехов! С вами была Нерианда. До новых встреч!